Всем привет! С вами Юлия Дерюгина, и я приглашаю вас на свой новый мастер-класс «Рунункулюс» и «Эвкалипт остролистый». Все, что нам понадобится для работы на сегодняшнем мастер-классе. Фоамиран темно-зеленый иранский 1 мм, светло-зеленый иранский 1 мм и зефирный персиковый фоамиран. Масляная пастель Мунгё, желтая 201 номера, оранжевая 206 и 207 номера, зеленая 230 и 233. Флоковая пудра белого цвета, у меня тут с блесками, можно без. Лак для нанесения пудры, небольшой кусочек фольги, сито, вот такая булька на 1 сантиметр, ножницы, клеевой пистолет, клеевой стержень и утюг. Флористический рукав широкий 0,7 мм, проволока 0,10 мм, молды с радиальными прожилками, можно выпуклые, можно прямые, без разницы. У меня есть два молда, вот такой побольше, это лист пиона, и вот такой поменьше, ну, скорее всего, тоже лист пиона или универсальный. Для создания открытого бутона рунункулюса нам понадобится сделать основу. Основу мы будем делать из кусочков остатков фоамирана, которые всегда остаются у мастериц. Давайте их используем. Итак, берем разогретый утюг, теплый, горячий, и просто кладем на него кусочки зефирного фоамирана. Кладем. Таким образом он разогрет аккуратно. И начинаем скручивать небольшой кружочек. Примерно сантиметр в диаметре. Он не обязательно должен быть идеально круглым. Просто вот такая основа слипшаяся. Я думаю, достаточно. Вот такой красивый кружочек у меня получился. Можно немножко скатать в руках, чтобы он закрепился. И теперь уже он не разлепляется. Отлично. Берем нашу проволочку, у меня 0,10 мм. Можно взять проволоку поплотнее, можно взять потоньше, но мне нравится именно 0,10 мм. Берем проволочку, загибаем вот такое кольцо для удобства и разогретым пистолетом вклеиваем нашу проволочку в заготовку. Так. Утюг не выключаем, он нам сейчас еще понадобится. Вклеили аккуратно. Вот таким образом. Теперь нам нужно перекрыть эту заготовку также зефирным фоамираном. Тоже берем кусочек побольше, ну, у меня тут примерно 2-3 сантиметра. Нагревая на утюге, опять же, быстро. Утюг горячий, будьте аккуратны. И вот так надеваю сверху на нашу основу. Она не должна быть идеально круглой, нам просто нужно перекрыть все неровности нашей основы. Берем клеевой пистолет, наносим клей на обратную сторону и тихонечко, вытягивая фоамиран, таким образом подклеиваем, делая круглую ровную основу. Мы еще будем ее выравнивать, поэтому не обращайте внимания, если у вас сразу не будет ровно. Ничего страшного, это только первый слой. Так, аккуратненько подклеиваем все углы, которые у вас есть. Здесь добавляем, здесь. Это нужно для того, чтобы форма была ровной, кругленькой. Вот этого будет достаточно. Далее нам надо полностью перекрыть основу вот этим зеленым фоамираном. Это иранский фоамиран. Вырезаем небольшой квадрат примерно 5 на 5 сантиметров. Диаметр, получается, самой основы у нас сантиметр. Поэтому вырезаем вот так, чтобы все полностью перекрывалось. Нагреваем на утюге. Включаем также термопистолет, чтобы он был наготове. Нагреваем на утюге в течение нескольких секунд и быстро обматываем вот таким образом. И, конечно, все с помощью клеевого пистолета обклеиваем. Наливаем термоклей
на заднюю часть нашей основы. Заливаем и просто перекрываем аккуратно. Так как термоклей горячий, фоамиран тоже принимает форму нашей заготовки. Можно немножко перекрутить вот так в руках, чтобы здесь была наиболее ровная поверхность. Но в целом можете не переживать. Нашей основы практически не будет видно. Нас интересует только вот эта верхняя часть. Все, аккуратно проклеили. Если есть лишнее внизу, можно просто срезать. Но не срезайте все, потому что это тоже будет основа для нашего цветочка. Мы будем сюда крепить лепестки. Вот у меня вот здесь есть кусочек, я его сейчас подклею аккуратно. Вот так. И снова перетираю в руках вместе с клеем. Все. Заготовочка для нашего бутона готова. Вот здесь вот ее совсем практически не видно. Мы сейчас ее окрасим. И это будет основа нашего красивого бутончика. Далее из кусочка зеленого фоамирана иранского прорезаем полоску 1 см в ширину и примерно 8 см в длину. И теперь прорезаем бахрому, не доходя до самого края, примерно пол сантиметра, может 4 миллиметра. Отрезаем вот такую бахрому по 1 миллиметру в ширину. Чем меньше, тем лучше, до конца нашей заготовки. Проверяем бахрому, ну, примерно 1 миллиметр в ширину. Так, берем кусочек пищевой губки и пастель номер 233 наносим на губку и пастель номер 230 зеленого цвета. Перемешиваем на губке и начинаем активно закрашивать нашу основу, верхнюю часть. И бахрому с двух сторон. Только сверху окрашиваем верхнюю часть бахромы. Аккуратно, но очень плотно закрашиваем всю бахромушку. Она очень нежная, поэтому окрашиваем аккуратно с двух сторон, втаптывающими движениями. Вот таким образом. И теперь перемешиваем нашу бахрому и сверху торец тоже хорошенько прокрашиваем. Чем темнее будет наша зеленушечка, тем лучше. Когда бахрома полностью прокрашена, переходим дальше. Разогретый утюг с помощью губки, можно и пальчиком, аккуратно прогреваем нашу бахрому полностью. Она начинает закручиваться внутрь и становится еще тоньше. Аккуратно прогреваем. Смотрите, она просто на глазах становится еще тоньше и закручивается, принимает такую реалистичную форму. Вот и готово. Далее приклеиваем нашу бахрому к основе, перекрывая практически всю ее поверхность. Вот таким образом в 2 слоя нам нужно будет просто ее приклеить. Наносим клей на внутреннюю часть аккуратно и приклеиваем таким образом, чтобы практически всю поверхность перекрыть бахромой. Наносим еще небольшое количество клея и полностью
обклеиваем. Так. Убираем излишки клея. Если видите, что где-то не прокрасилась наша бахрома, сверху проходимся этой же губкой. И видите, есть некоторые бахромушки, которые вырываются из общей картины. Можно их просто подрезать, убрать лишнее, чтобы они все были ровненькие на одном уровне. Вот так. И теперь снова подкрасить зеленой пастелью с губки. Угу. Вот такая красивая заготовочка у нас получилась. Переходим к лепесткам нашего рунункулюса. Делим лист фоамира на 50 на 50 сантиметров на небольшие полосочки, вот такие, чтобы бумага А4 полностью их перекрывала. И начинаем проглаживать активно с нажимом. Это нужно для того, чтобы фоамиран истончился. Обязательно проглаживаем с двух сторон. Переворачиваем, проглаживаем здесь тоже. Тогда фоамиран станет намного тоньше. Даем листу немного остыть. И достаем наш готовый фоамиран. Таким образом обрабатываем весь лист фоамирана. Далее обрабатываем фоамиран на молде и уже будем вырезать лепесточки. Можете приготовить молды любые с радиальными прожилками. Вот такой можно сделать. Вот такой и вот такой. Я буду пользоваться вот этими двумя молдами, они для меня самые удобные. Возможно, у вас дома есть молд универсальный, вот такой с радиально расположенными прожилками. Итак, прорезаем фоамиран на полосочки, удобные для молда. Вот я тоже подрезала губку, чтобы не было излишек и чтобы было удобно пользоваться. Итак, прорезаем на полоски и отжимаем фоамиран на молдах. Я буду использовать 50% фоамирана на этом молде и 50% на этом. Мне так удобнее. Можно использовать только один молд, здесь особой разницы нет. Так, отжимаем фоамиран на молде. Располагаем фоамиран на губке. Прижимаем к горячему утюгу. У меня он стоит на троечке. Примерно 1, 2, 3, 4, 5. Обратите внимание, чтобы фоамиран был ровный. После нагревания здесь могут быть небольшие складочки. Они очень сильно испортят нам лепесток, если попадут на молд. Попробуем еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. И отжимаем. Переворачиваем молд и отжимаем теперь сверху на губочки. Вот какой хороший четкий отпечаток у нас получился. Таким образом отжимаем на двух молдах весь наш фоамиран. Поехали! Так, вырезаем наши лепестки после отжима на молде. Нам понадобится всего 4 вида лепестков. Вот таким образом. Я прорезаю большой лепесток на молде пополам и делаю первый лепесточек, который вы видите здесь зеленого цвета. Вот такой. Я вырезаю на глаз, для вас приготовлю выкройки. Итак, готовлю второй лепесток, который окрашен желтеньким. Тоже будет заготовочка. И третий оранжевый. И четвертый темно-оранжевый. У меня большой молд, поэтому я режу лепесток пополам. Вот видите, радиальные прожилки сохранились и здесь, поэтому я могу сделать 2
лепестка из одного отжима на молде. Это очень сильно экономит время. Итак, это будет третий и четвертый. Самый большой лепесток я уже делаю из целого кусочка. Вот таким образом. Все размеры лепестков я вам приложу в виде выкроек. Аккуратно. Вот такая красота получается. Поехали вырезать. По расходу материала из одного листа зефирного фоамира на 50 на 50 сантиметров у меня получается 3 цветочка. Вот такой большой раскрытый ранункулюс, полузакрытый и совсем закрытый бутончик. Это примерно 170 лепестков. Окрашиваем все лепестки пастелью. Берем прежде всего зеленый, два цвета, как вы помните, 230 и 233. И окрашиваем с двух сторон самый маленький, самый первый лепесточек. Обязательно окрашиваем с двух сторон плотненько. Наносим довольно много пастели. И не забываем прокрашивать торец. Иначе розовый цвет будет виден, нам это не нужно. Вот таким образом окрашиваем все лепесточки. Дальше окрашиваем желтым цветом номер 201, лепестки номер 2, тоже с двух сторон, но здесь уже не обязательно окрашивать торец, его просто не будет видно. Вот таким образом. Номер 3 окрашиваем оранжевой пастелью номер 206. Наносим, окрашиваем. Здесь можно наносить какие-то лепестки поярче, какие-то посветлее, для того, чтобы переход от желтого к оранжевому был не резким. Тоже прокрашиваем торец обязательно всем лепесточкам. И номер 4 мы берем самый яркий оранжевый цвет, номер 207. Наносим и точно так же окрашиваем. Примерно половину лепестка нужно закрасить оранжевым цветом. С двух сторон. И здесь тоже не забывайте про торец, он очень хорошо должен быть прокрашен. Вот так. Все лепесточки окрашиваем вот таким образом. К сборке открытого бутона нам понадобятся вот такие лепесточки, как вы помните. Итак, внешней стороной, которая у нас с прожилками, поворачиваем, берем внутреннюю сторону и круглую бульку и начинаем растягивать так, чтобы лепесток становился полукруглым, вот таким. И далее просто начинаем перекрывать поверхность нашей заготовки. Чуть-чуть сверху вот так находим и склеиваем. Наносим клей аккуратно и подклеиваем. Точно так же работаем с следующим лепесточком. Следующий лепесток точно так же прокатываем на бульке и наносим на 1/3 предыдущего. Вот так, точно так же перекрывая и чуть-чуть повыше первого лепестка. Приложили, с двух сторон аккуратно нанесли клей, приклеили. Точно так же проходимся по всему кругу первого ряда. Примерно нам понадобится 7 таких лепесточков. Поехали!
Точно так же обрабатываем на бульке второй ряд лепестков, нам также понадобится 7, и наносим в шахматном порядке чуть выше первого ряда и также перекрывая, образуя такой круглый бутон. Поехали! Я доклеиваю лепесток, последний лепесток второго ряда. Это лепестки номер 1, окрашенные в зеленый цвет. Хочу напомнить, что мы располагаем лепестки на 1/3 предыдущего и чуть выше предыдущего. Вот таким образом, перекрывая всю основу. Лепестки как бы ложатся сверху нашей основы. Вот таким образом мы уже собрали первую часть нашего бутончика. Также точным образом работаем со следующими лепестками. Это желтенькие лепестки. Прокатываем их на бульке. Они уже больше размером. Аккуратно прокатываем. И также вклеиваем сверху, чуть выше предыдущего. Полностью обнимаем наш бутончик. И накладываем на 1/3 предыдущего. Поехали! Так, доклеиваю последний лепесток третьего ряда. Это первый ряд у нас получается по желтым лепесточкам. Приклеиваю 7-й лепесток. И точно так же работаю еще 2 рядочка желтыми лепестками. Поехали! Средний желтый ряд у нас получается также из 7 лепестков, но теперь мы уже не располагаем их выше предыдущих, а располагаем уже на уровне, то есть не делаем выше. Они будут все у нас на одном уровне, так как бутончик начинает раскрываться. Поехали!
Приклеиваю последний лепесток, желтенький. Это получается 21 лепесток. Обратите внимание, у меня здесь не до конца был вклеен предыдущий ряд лепестков. Я специально оставила расстояние. И теперь просто открываю, наношу сюда капельку клея и перекрываю другим лепесточком. Так будет красивее и аккуратней. Переходим к следующим лепесткам. Номер 3 оранжевого цвета. Лепестки оранжевого цвета мы можем уже растягивать руками. Вот таким образом делаю углубление пальчиками. Вот такая должна получиться выемка небольшая. И также на том же уровне или даже уже чуть-чуть ниже мы начинаем проклеивать два рядочка оранжевых лепестков. Поехали! Второй ряд оранжевых лепестков располагаем таким образом, чтобы они были чуть-чуть ниже, буквально на 1 мм предыдущих лепесточков. И точно так же приклеиваем. Не забываем обрабатывать пальчиками, растягивая лепесток и делая небольшую выемку в верхней части лепестка. Вот таким образом. И располагаем чуть ниже предыдущего ряда. Переходим к последним лепесточкам, номер 4. Они самые яркие, оранжевого цвета. Точно так же подтягиваем, образуя вот такую выемку. И теперь с каждым лепесточком опускаемся чуть ниже предыдущего и по спирали чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже. Таким образом лепестки будут уже отходить от бутона. Аккуратно, можно не вклеивать теперь крайние уголочки лепестка. Они уже должны просто вот таким образом отходить от бутона. Клей наносим только на нижнюю часть. Поехали!
Завершился первый ряд четвертых лепестков, получилось 10 лепесточков. Точно так же приклеиваем следующие чуть ниже предыдущего и уже чуть больше отходящие от бутона. Поехали! Я закончила второй ряд оранжевых, ярко-оранжевых лепесточков, самых больших. И поехали на третий рядочек. Точно так же прикладываем. И таким образом, чтобы лепестки еще больше отходили от бутона. Поехали! Я приклеила последний 10-й лепесток третьего ряда четвертых лепесточков. И я думаю, еще 2 рядов будет достаточно, по 10 лепестков. Они с каждым разом должны быть чуть ниже предыдущего и смотреть вниз. То есть не вот так вот, не закрывая бутон, а наоборот раскрываясь. Поехали! Так, крайний 5-й ряд самых больших лепесточков. Точно так же наклеиваем и делаем так, чтобы было видно крайний рядочек вот таким образом, как пирамидка. Чуть ближе к краю наклеиваем, и тогда будут видны эти лепестки. Поехали! Итак, подытожим. Последние 10 лепестков 5-го ряда мы доклеили. И вот итого у нас 50 лепестков 4-го номера. Осталось обработать только стебель и чашелистик. После того, как мы изготовили бутон нашего цветочка, переходим к стеблю и чашелистику. Для стебля возьмем флористический рукав широкий, 6 мм в диаметре, наждачную бумагу и обработаем. Окрашивать мы наш стебель не будем, так как здесь будем использовать флористическую пудру флоковую. Зачищаем флористический рукав для того, чтобы лак на нем держался лучше. Для чашелистика возьмем небольшую полосочку иранского фоамирана темно-зеленого цвета, разместим на ней выкройку и вырежем 6 лепестков чашелистика.
Далее разогреваем наши лепесточки на утюге, вот так на уголочке. Несколько секунд держим. И пока фоамиран еще горячий, аккуратно складываем пополам весь наш лепесточек. И получается вот такой загнутый лепесток чашелистика. Таким же образом обрабатываем все остальные лепесточки. Далее начинаем приклеивать лепестки чашелистика с обратной стороны. Аккуратно наносим клей и по кругу размещаем лепестки, перекрывая все неровности. Клей наносим только на середину лепестка, до конца вклеивать не нужно. Лепестки наклеиваем не внахлёст, а рядом, стык в стык. Следующим шагом вклеиваем стебель таким образом, чтобы перекрыть все края чашелистика, просто нанося клей вот сюда на основание. Аккуратно. Наносим клей не слишком много, иначе он потом выйдет за края. Совсем чуть-чуть. Так как клей горячий, флористический рукав может плавиться, поэтому склеиваем аккуратно, не деформируя флористический рукав. Как бы вставляем внутрь, можно немножко надавить аккуратно и подождать, пока клей не схватится. Аккуратно вклеенный рукав, стебель у нас получился. Отлично. Последний штрих, и цветочек будет завершен. Возьмем акриловый лак, у меня обыкновенный лак для ногтей, ну так как нет акрилового, а вы используйте акриловый лак. Итак, наносим лак на поверхность лепестков чашелистика и на весь стебель. Таким образом, аккуратно. Пока лак не высох, нужно быстро работать с флок-пудрой. Высыпаем пудру в обычное ситечко для чая. И аккуратно просеиваем на лепестки чашелистика, которые мы уже окрасили лаком. Аккуратно распределяем в ситечке комочки флок-пудры, для того, чтобы она была вот такой пушистой и не комковалась. Убираем все лишнее. Вуаля! Вот такая красота у нас получается. Таким образом обрабатываем все остальные лепестки и стебель. Поехали! Вот таким образом мы завершили работу над первым нашим цветочком, раскрытым рунункулюсом. Смотрите уроки дальше, будет полураскрытый рунункулюс и закрытый бутончик.